Итак, всем привет, меня зовут Александр, это канал Ansat, и мы продолжаем моделировать наш двигатель внутреннего сгорания в программе Компас версии 20.0.0. Так, сегодня мы будем делать, так сказать, опорные поверхности для распредвала. У нас есть уже созданные смещенные плоскости для коренных шеек, и мы относительно них сейчас будем делать наши опорные поверхности. Так, ну давайте выберем плоскость, создаем эскиз. Окружность. Центр у нас не привязывается к элементам модели. Теперь привязывается. Центр. Так. 74 миллиметра диаметр. Насколько я понял. Да, 74 миллиметра диаметр. Наш элемент выдавливания. Симметрично. Ширина промежуточных опор 22 миллиметра. Первая готова. Следующая плоскость. Эскиз. Давай как-нибудь вот так вот, да? Окружность 74, элемент выдавливания симметричный 22. Следующая плоскость. Эскиз. Окружность. Центр. 74. Элемент выдавливания симметричный 22. Готово. Есть остальные опоры, которые находятся на задней и передней стенках. У них идет ширина 32 от края модели. То есть мы берем банально вот эту вот, выбираем плоскость, создаем эскиз. Окружность. Будем прям модель в модели делать. 74, элемент выдавливания в другую сторону. 22. 32. Окей. Так, и то же самое здесь. Семьдесят четыре элемента выдавливания. Направление меняем. 32. Окей. Вот у нас получились такие вот опоры для распредвала. Можно сразу пропилить в них отверстие под распред. Это 64,5 миллиметра сквозное.
Тут, видите, на сложной модели, если мы сделаем отверстие, не знаю, к чему он привяжется, так что выбираем плоскость, создаем эскиз. Давайте через элемент вырезания вырезать выдавливанием окружности. 64,5. Вырезать выдавливание через все. Окей. Вот у нас получились такие вот опоры. Что еще нужно сделать? Скрутить. Скругление тройка. Тройка. Вот эти вот ребра. Готово. Сохраняемся. Ну и давайте, может, сделаем масляные каналы, которые соединяют постель распредвала с постелью коленвала. Прошу прощения за насморк. Аллергия замучила. Так, масляные каналы у нас. Диаметр 20 миллиметров. Строго вертикально идут они. Строго вертикально. Так. Для этого нам нужно создать плоскость. Параллельную. Сейчас попробуем поэкспериментировать. Допустим, это здесь, да? Выбираем эту плоскость, создаем эскиз. Так и делаем на ней окружности. Для начала нам нужно делать вспомогательные линии. Вспомогательные линии. Так, а у нас на коренных они тоже посередине. Угу. На коренных они смещены. Точнее, на одной смещена, другой по центру. Так. Это задняя поверхность, это передняя.
я так понял, здесь идет вот так вот сейчас. Передний отступаем 11 миллиметров. Края так вспомогательная, параллельная. Я понял, как это сделано. Получается, нужна толщина. Тут возвышение соединительной поверхности относительно стенки блока двигателя 8 миллиметров. Получается, нам от края нужно сделать 8. Получается, у нас остается тут 32 минус 8. То есть, грубо говоря, чтобы окружность заканчивалась на этой точке. Ну все, делаем окружности. Диаметр. Еще раз 20-ка, да? 20-очка. Так, да. А все остальные просто по центру. Тут привязка не сработала. И все. Закрываем. Элемент выдавливания. До ближайшей поверхности. Что он нам покажет? Два объекта. Выбираем вот эту поверхность. Второе направление до объекта. Вот эта поверхность. Окей. Готово. Вот у нас масляные каналы соединены. Можно сразу их и пропилить. Диаметр отверстия 7 миллиметров. Можно было сделать, знаете, как... нет, там не получится равно. Нужно насквозь пилить. Так. Так. Давайте еще раз создадим эскиз на этой плоскости.
Или как нам лучше сделать? Отверстие давайте. Давайте эскиз не будем создавать. Пробуем сделать отверстие. Простое отверстие. Так, что он там намерил нам? Покажите объект. Угол 90. Это у нас передняя стенка, да? Давайте посчитаем. Должно быть 18. Это на передней стенке. Минус 18. Смотрим, что получается. Да, все нормально. Канал готов. Так, дальше. Делаем еще 4 аналогичных отверстия. Кстати, если выбрать несколько, он несколько, наверное, не сделает, правильно? Так, 7 миллиметров, 90 градусов. Расстояние. Сколько там? Давайте-ка заново перейдем, то что-то он глюканул, походу. Так, отверстие семерка. До поверхности. Угол 90. Расстояние 32 пополам. 16. Смотрим. Продолжаем. Последнее отверстие. Почему не на границе? Ладно.
Вот это через все пропилим. Так. Тут расстояние. Блин. Был. Фокус это неверно. Так, и 16 по центру. Готово. Вот у нас с вами, ребята, не готовы. Готова постель распредвала. Эскизы скроем. Конструктивные оси, плоскости и система координат. Как бы так получше расположить. И лучше с этой стороны. Да, лучше с этой. В общем, вот такая вот моделька у нас получается. Следующий этап у нас, наверное, будет, это уже не в этом видео. Будем продолжать, наверное, делать каналы. Всевозможные. Ну и надо уже может быть, займемся как раз таки внутренним строением поршня. Ну, точнее, не поршня, а даже не цилиндра, а внутреннее строение блока под гильзы. Вот, всякие ребра жесткости и так далее. На этом, ребят, у нас все. Всем большое спасибо, что досмотрели ролик до конца. Обязательно подписываемся на канал. Это лучшая поддержка для меня. Ставим лайк, пишем комментарии, обязательно отвечу. А на этом у меня все. Всем спасибо и пока.